Москва. Город древней 800-летней славы и прекрасной, неиссякающей молодости. Город творческой мысли и непрестанного созидания. Город строитель. С каждым годом, с каждым месяцем меняет свой облик Москва, самая величественная, самая человеколюбивая из всех столиц мира. Все, что мы видим перед собой, новые дворцы, жилые дома, широкие магистрали, мраморные залы метро, одним словом, все, что строит сегодня столица, подчинено одной цели – благу советского человека. Огромна и великолепна сегодняшняя Москва. И мало уже кто помнит, какой она была всего лишь четверть века назад. Узнаете ли вы это место? Это Страстная площадь, предок нынешней площади Пушкина. Хмурые монастырские стены, скопище низкорослых строений, сплетение трамвайных линий, узкие улочки, теснота, сутолока. А вот ветеран городского транспорта, такси в одну лошадиную силу. Таков был облик старого города. И вот ранним утром августовского дня 1938 года были взорваны целые кварталы, оставшиеся от тесной купеческо-дворянской Москвы. Так началась реконструкция столицы по плану, начертанному коммунистической партией и правительством нашей страны. Новые кварталы улицы Горького стали первенцами Москвы новой, Москвы социалистической. Обилие света, цветы и зелень, прохладные струи фонтанов, простор и монументальность. И еще краше стали вокзальные площади, ворота столицы, и на новую Москву смотрит бронзовый Горький. Это Ленинградское шоссе сегодня. Таким оно станет в недалеком будущем. Широкую зеленую аллею главной магистрали Москвы украсят новые жилые дома, школы, институты, дворцы культуры. Они образуют единый архитектурный ансамбль, созданный творческой мыслью проектировщиков столицы. Здесь, в Институте по проектированию жилищно-гражданского строительства Москвы, рождаются зримые черты завтрашних жилых кварталов, улиц, площадей, садов и парков города. Сотни людей заняты в Моспроекте большим и почетным делом. В эскизах, чертежах, макетах вырисовывается облик целых городских районов. Лучшие люди Фрунзенского района столицы встретились с проектировщиками. Докладывает главный архитектор города Александр Васильевич Власов. Москва строилась 800 лет. До революции вся жилая площадь ее составляла около 11 миллионов квадратных метров, и почти столько же строители столицы должны дать за одно десятилетие, к 1960 году. 1/5 часть этого плана — стройки юго-запада Москвы. Участники собрания интересуются каждой деталью проекта. Еще бы! Ведь это детали нашего завтрашнего быта. И когда открывается обсуждение, участники встречи говорят о многом. И о том, что каждый новый дом должен быть красивым, добротным, прочным. И о том, что в самых лучших местах близ реки, среди зелени, нужно строить не административные здания, а жилые дома. И о планировке новых парков, скверов, садов и необходимых району культурно-бытовых учреждениях. На всемерное удовлетворение растущих потребностей советских людей направлен творческий труд строителей.
Проектировщики внимательно прислушиваются к пожеланиям трудящихся. В план вносятся необходимые поправки. Таким будет юго-запад столицы. Новый район на склонах Ленинских гор, с его чудесными зданиями, с амфитеатром огромного стадиона, с массивами новых парков на берегах Москвы-реки, в окружении зеленых рощ. Весь этот район венчает Московский государственный университет имени Ломоносова. Величественный дворец науки. Сооружение огромных зданий в короткие сроки стало возможным только на базе новой техники. Вспомним прошлое. Кто видел, как медленно росли стены домов, окруженных строительными лесами, тот запомнил, наверное, и фигуру Казаноса. Казанос. На его плечах поднимались этажи строившихся зданий. Лесные массивы сводились на сооружение деревянных подмостей, переходов. Под дубинушку, под натужные возгласы «раз-два», «взяли», «еще раз», «взяли», поднимались тяжелые балки. Техника. Разве можно назвать техникой строителя эту тачку? Или эту лопату в руках землекопа? А теперь тяжелую работу 100 землекопов выполняет один экскаватор. И вчерашние чернорабочие заняты сегодня квалифицированным трудом. Башенный кран заменил труд 75 рабочих, навсегда уничтожив профессию Казаноса. На стройках столицы можно увидеть краны различных конструкций. Это кран СБК-1, первенец в семье отечественных башенных кранов. Он поднимает груз от 1,5 до 3 тонн на высоту 7-8 этажей. А вот башенный кран СБК-2, созданный для монтажа сборных зданий. Его грузоподъемность на полном вылете стрелы 3 тонны. И 5 тонн при вылете стрелы на 16 метров. Он может поднимать груз на высоту 17-го этажа. Кран БКСМ-14. Его стальная 30-метровая рука подает строителям груз весом в 5 тонн. Новые механизмы вступают в действие с начала подготовки строительной площадки. Так прокладываются временные дороги из сборных железобетонных плит, изготовленных заводским способом. Одновременно сооружаются коллекторы, где укладываются трубы водопровода и теплоцентрали, телефоны, электрические кабели. Для прокладки коллекторов инженеры Варганов, Карцев и другие создали опытный образец механизированного щита. Вгрызаясь в землю своими стальными челюстями, он срезает пласты грунта. Грунт выносится на поверхность с помощью транспортера. Отталкиваясь гидравлическими домкратами, щит продвигается вперед, оставляя за собой готовый туннель будущего коллектора. Большие затруднения причиняли строителям грунтовые воды. Для борьбы с ними применяются специальные водопонижающие иглофильтровые установки. Стальные трубы под сильным напором водяной струи погружаются в землю.
Затем подачу воды прекращают, и насосы начинают откачивать грунтовые воды. Теперь можно приступить к выемке грунта. Один из лучших экскаваторщиков, ведущих эту работу, Григорий Власов. Для возведения здания необходим раствор из цемента, извести и песка. Приготовление раствора механизировано. Ковш подает песок в бункер. Песок просеивается. Песок и цемент точными дозами поступает в ковш растворомешалки. На механизированном растворном узле работает только 3 человека вместо 15. Раствор готов. Цемент к строительству доставляют специальные машины, цементовозы. И кран, закончив работу на одной из строек, переселяется на новую строительную площадку. Мощный кран с помощью тех же механизмов, которые помогают воздвигать многоэтажные здания, как бы сам себя собирает, поднимает свою высокую башню над площадкой будущей стройки. С приходом крана наступает горячая пора. Укладываются блоки сборного фундамента. Сборные элементы зданий, изготовленные на специальных заводах, все больше и больше входят в практику строительства. Сейчас дома сооружаются значительно быстрее, чем прежде. Краны бесперебойно подают строительные материалы и детали к рабочему месту монтажника, каменщика, облицовщика. Быстрее ведется кирпичная кладка и облицовка стен. Новатор Александр Леонтьев, знатный строитель Москвы, совмещает две профессии – каменщика и облицовщика. Одновременно с кирпичной кладкой и облицовкой начинается монтаж отдельных сборных элементов здания. Устанавливается бетонная декоративная вставка. Укладывается готовый лестничный марш. Плита перекрытия. Для нижней квартиры потолок, для верхней основания для укладки пола. На кронштейны опускается балкон. Устанавливается мусоропровод. Об этом помните у Маяковского. Все хорошо, но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом, это ванная. Комнаты отделываются готовыми деталями. Карнизы нужно только укрепить на стенах. И точно так же устанавливается на потолке розетка, изготовленная из гипсоволокнистой массы. Внутренняя отделка комнат завершается малярными работами и монтажом электрооборудования. Так, на основе поточно-скоростного метода выросли в Москве, в Ленинградском районе, на месте свалок и убогих хибар, на берегах спрятанной ныне в трубу реки Таракановки, жилые массивы песчаных улиц. Семиэтажный дом вырастал здесь в 6-7 месяцев.
На северо-востоке столицы, в Щербаковском районе, воздвигается многоэтажное здание, не похожее на другие московские новостройки. Чем больше готовых деталей поступает на строительную площадку, чем крупнее сами детали, тем быстрее растет здание. В обычных кирпичных домах вся тяжесть конструкции ложится на стены. Здесь эту тяжесть несет мощный сборный железобетонный каркас. Он состоит из сборных вертикальных колонн и горизонтальных ригелей. Колонну металлической пятой опускают на металлический башмак другой колонны. Места стыков сваривают. Колонны высотой в 2 этажа поднимаются выше и выше. Монтаж каркаса производят с помощью крана БКСМ-14. Связь между монтажником и крановщиком осуществляется по телефону. Устанавливают и приваривают к колоннам поперечные ригели. Укладывает плиту перекрытия размером в целую комнату. Колонны, ригели, перекрытия превращаются в единый монолитный остов здания. Каменщики и облицовщики приступают к своей работе. Как видите, полная сборность здесь еще не достигнута. Представление о большей сборности здания дает опытное строительство новой школы в Сокольническом районе Москвы. На этой стройке уже нет штабелей кирпича. Нет здесь и мелких строительных деталей. Их заменили крупные блоки, из которых собирается весь дом. Мы не встречаем здесь и каменщиков. Они уступили место монтажникам. Из облагороженного шлака сделаны блоки, составляющие стены новой школы. На заводе формуют из шлакобетона не только блоки, заменяющие обычную кирпичную кладку. Завод обеспечивает строителей и готовыми архитектурными деталями. Крупноблочное строительство дает возможность воздвигать такие здания за 1 месяц. Все самое передовое, что появилось на строительных площадках, собрано на московской выставке новой строительной техники. Здесь, в Сокольническом парке, представлены итоги работ научно-исследовательских институтов и лабораторий, проектных бюро и архитектурных мастерских, различных строительных организаций. Здесь можно увидеть то, что родилось на стройке, где собирается из крупных блоков школьное здание. Здесь можно познакомиться с достижениями строителей, воздвигающих многоэтажный дом на Ярославском шоссе. Выставка — это и школа передового опыта, и трибуна новаторов, и лаборатория неустанных поисков лучшего. Растут темпы строительства столицы. На этой диаграмме
вы видите, как из года в год увеличивается жилищное строительство Москвы. В 1954 году будет построено около 1 миллиона квадратных метров жилой площади. Эта грандиозная программа осуществляется на основе непрерывно совершенствующейся техники. Здесь демонстрируется механизм для исследования почвы на строительной площадке. Металлическая штанга погружается в землю посредством вибрации и достает пробу грунта с любой заданной глубины. Применяется для этой цели и машина, срезающая почву слой за слоем. Эта машина может также копать колодцы, готовить ямы для телефонных столбов, для посадки деревьев. Демонстрируется на выставке новейшая водопонижающая установка. Мы ее видели на строительной площадке. На выставке представлен разработанный инженерами Москвстройа Поляковым и Поповым механизированный растворный узел. Цемент к нему можно доставлять в контейнерах. При перевозке в обычных грузовых автомашинах теряется 1/20 часть цемента. Эти самоопрокидывающиеся цистерны доставляют цемент без потерь. Внимание посетителей привлекает необычайная конструкция башенного трубчатого крана БТК-30, изготовленного управлением жилищного строительства. Он легче, устойчивее и маневреннее других кранов. Ходовая часть крана состоит из 5 колес и движется по 3 рельсам. Это устройство позволяет обходить углы и выступы сооружаемых зданий. Управление краном производится с портативного пульта. Вы видите его в руках одной из лучших крановщиц Москвы, Римы Трофимовой. Здесь, на выставке, она впервые знакомится с простой системой управления краном. По этому же принципу оборудуются и ходовые части действующих кранов. На выставке представлен 5-колесный портал башенного крана, производящий поворот по кривой. А вот и сами конструкторы, создавшие новые краны. Вот знатные крановщики, в совершенстве освоившие высокую строительную технику. Выставка интересуется не только строителей новых домов, но и те, для кого их строят. В павильоне керамики они знакомятся с одеждой будущих зданий. Новые дома в столице должны быть светлыми, нарядными, красивыми. Узорная керамика украшает их фасады, радуя глаз своими формами и красками. Глина — материал, который есть всюду. Издавна народ пользовался глиной, делая из нее множество полезных для быта вещей. Заводам керамики нужно побольше глины, чем гончару-одиночке. И, конечно, не по старинке, не по-кустарному изготовляются облицовочные изделия для наших новостроек. Миллионы квадратных метров керамики дают строителям заводы-гиганты. Несколько таких заводов работает под Москвой. Вот это облицовочный блок типа МК, созданный совместными усилиями строителей Москвы и Киева. А эта плитка изготовлена по методу новатора-инженера Мелия. Керамические блоки и плиты нарядны и долговечны. Новый материал вызвал к жизни новую профессию облицовщиков фасадов зданий, мастеров облицовки керамикой. Николай Бацура за одну смену при норме около 6 квадратных метров облицовал 70 квадратных метров стены.
Облицовщик Сергей Пискун за одну смену уложил 83 квадратных метра. На выставке Пискун показывает метод своей работы. Неторопливо, точно и накрепко ставит он плиту за плитой. Дома, облицованные керамикой, не требуют окраски. Их можно мыть водой, чистить паром. Почет и уважение знатному каменщику Петру Семеновичу Орлову. Каменщику-облицовщику Леонтьеву присвоено звание лауреата Сталинской премии. Один из лучших строителей Москвы, Иван Пегасович Ширков, депутат Верховного Совета Союза СССр, тысячи строителей с гордостью называет себя его учениками. $15 миллионов кирпичей уложил он в стены новых домов. Достойный продолжатель традиций русских умельцев, лауреат Сталинской премии Иван Ширков, неутомимый новатор. Несколько лет назад строители знакомились с его оригинальным контейнером для доставки кирпича на стройку. Недавно Ширков выступил с новым, еще более интересным предложением – перевозить кирпич без контейнеров, в пакетах. Предложение Ширкова ценно тем, что оно резко сокращает бой кирпича и экономит металл, который ранее расходовался на изготовление контейнеров. Такими пакетами кирпич, уложенный на поддон, выставляется из обжигательной печи кирпичного завода. Затем обычный автомобильный кран с помощью несложного захватного устройства грузит пакет в кузов машины, оборудованной дополнительными бортами. На строительной площадке пакеты в футлярах доставляются башенным краном к рабочему месту каменщика. Предложение знатного новатора горячо обсуждалось и было одобрено механизаторами московских строек. Пакетный способ Ширкова уже входит в строительную практику. Новые совершенные методы работы показали на выставке и мастера внутренней отделки зданий. Мастер Румянов механизировал трудоемкий процесс шпаклевки стен. Шпаклевка насосом подается по шлангу и через щель специального шпателя наносится на поверхность. Грунтовка. Окраска стен и потолков осуществляется Румяновым с помощью сжатого воздуха. Новатор Николай Беликов 25 лет трудится над механизацией малярных работ. На выставке он демонстрировал свой универсальный пистолет для краски и шпаклевки стен. Добиваясь комплексной механизации отделочных работ, Беликов создал малярную станцию, оборудованную механизмами для приготовления шпаклевочных и окрасочных составов. Эта станция втрое сокращает затраты труда, повышает темпы и качество отделки. В одном из павильонов выставки были представлены новые строительные материалы. Они удешевляют и улучшают качество строительных деталей. Изготовление этой розетки из гипсоволокнистой массы в заводских условиях предложено Академией коммунального хозяйства. Таким же способом изготовляются и карнизы для внутренней отделки комнат. На стендах павильона
предприятиями промышленности строительных материалов представлены цементы различных марок и цветов, пеносиликат, керамзит, наполнитель при изготовлении легких бетонов, минеральная вата, стекло, разнообразное по форме и краскам. Применение этих материалов позволит экономить металл и дерево, улучшать тепловую и звуковую изоляцию зданий. На открытых площадках территории выставки установлены различные бетонные конструкции, плиты, колонны, ригели. Главжелезобетон Министерства строительных материалов СССР демонстрирует изготовленные на своих заводах сборные детали многоэтажных зданий. Один из важнейших элементов конструкции – плиты междуэтажных перекрытий. Существует несколько типов таких плит. В трехслойной плите перекрытий наружные слои – обычный бетон, а внутренний слой – из легкого крупнопористого бетона. Вот другая плита, панель-оболочка выпуклой формы. Это панель перекрытия раздельного типа. Отдельно основание под пол, отдельно потолок. Здесь верхняя плита несет на себе всю нагрузку. Наличие воздушного пространства между плитами обеспечивает звукоизоляцию. Хорошими звукоизолирующими свойствами обладает и многопустотная плита перекрытия. Конструкторы плит, колонн, ригелей и других строительных деталей стремятся к тому, чтобы на эти детали расходовалось меньше металла и цемента, чтобы они были легче и прочнее, чтобы стоили они дешевле. Все крупнее и крупнее становятся сборные детали жилого дома. Все сложнее становится доставка их на строительную площадку. Вот такие контейнеры, установленные на автомашину, созданы для перевозки готовых междукомнатных перегородок. Обычно перегородки делаются вручную из досок. К доскам прибивается дранка. На нее набрасывается штукатурный раствор. Штукатура тщательно ее разравнивает. Долго сохнет мокрый раствор. На все это уходит много труда, много драгоценного времени. Теперь внутрикомнатную перегородку можно изготовить в течение 45 минут механизированным способом из гипса шлакобетона. Стоимость ее в 4 раза дешевле обычной деревянной перегородки. Изготовление таких перегородок производится от центра станкостроем непосредственно на строительной площадке. Готовая перегородка подается краном к месту ее установки. Перегородки по предложению главвоенстроя изготовляются также на горизонтальном поворотном стенде. В ближайшее время эти перегородки будут делаться из гипсоволокнистой массы. Министерство жилищно-гражданского строительства представило на выставку изготовленные заводским способом крупные шлакобетонные блоки наружных стен с готовыми проемами окон и дверей. Крупноразмерные сборные элементы зданий значительно ускоряют процесс строительных работ. На заводах могут быть целиком изготовлены и смонтированы санитарно-технические узлы для жилых квартир. Вот перед вами такой узел. В чистоте и сверкании кафельных плиток, в удобстве расположения всех служб видна забота о быте советского человека.
Сборность. Предельная сборность жилого дома. К этому стремятся сегодня строители. Лестничный марш. Не крут ли подъем, девочка? Удобно ли? Ведь это все делается для твоего завтрашнего дома. Для того, чтобы лестничные марши в большом количестве могли изготовляться на заводе, они должны быть типовыми. Типовые конструкции всех строительных деталей здания создаются в специальном архитектурно-конструкторском бюро. Здесь разрабатываются типы лестничных маршей, блоков, санитарно-технических узлов, колонн, ригелей, панелей. Конструкторы стремятся создать максимальные удобства будущим жильцам. Эти удобства предусмотрены и в проекте новой кухни, где все, что нужно хозяйке, находится у нее под руками. Конструкторские бюро типизируют не только элементы здания, но и разрабатывают типовые секции многоквартирных домов. Вот рядовая секция на 4 квартиры. Эта секция на 8 квартир. Из таких типовых секций проектировщик может как бы набрать дом, придав ему любую конфигурацию. В его распоряжении секции фронтальные, торцевые, угловые. Их сочетания могут варьироваться в соответствии с архитектурным проектом. Современный многоэтажный жилой дом, строящийся индустриальным методом, это тысячи деталей. Колонны и ригели, плиты междуэтажных перекрытий и перегородки, санитарно-технические узлы и лестничные марши. Набор готовых, быстро монтирующихся стандартных строительных деталей для сборки такого дома можно получить непосредственно с завода. Вступили в строй первенцы новой индустрии, Московский и Люберецкий заводы крупных железобетонных изделий. Поточные линии этих заводов оснащены новейшим усовершенствованным оборудованием, которое полностью автоматизирует процесс производства. Одна из крупных строительных деталей – часто ребристая панель перекрытия на целую комнату площадью до 25 квадратных метров. Эти панели изготовляются с предварительно напряженным армированием. Армирование производится на автоматических поворотных столах. Так навивается нижняя арматура. Применение напряженной арматуры из высокопрочной проволоки более чем в 2 раза снижает расход металла. Специальная машина разматывает проволоку из больших катушек и, как туго натянутую струну, подает ее для навивки. После навивки нижней арматуры устанавливаются борты для навивки верхней арматуры. Затем форма подается по конвейеру для заполнения бетоном. Подача бетона в бетоноукладчик производится из расходного бункера. Заполненная бетоном форма поступает под виброштамп. Под воздействием вибрации и давления жесткий бетон приобретает подвижность и заполняет пространство между отдельными коробами виброштампа, образуя ребра панели. Одна за другой движутся панели по конвейеру, камерам твердения. Специальный кран подает их в камеру.
И вот плита уже готова. На московском заводе изготовляются колонны. Специальная машина укладывает бетон в металлические формы. Из железобетонных колонн собирается несущий остов дома. Каркас колонны состоит из стальных стержней, соединенных сваркой. Такие каркасы изготовляются заводом на автоматической линии, где одновременно производится сборка и сварка. Круглые стальные стержни автоматически правятся, очищаются от ржавчины и свариваются в каркас. Изготовление такого каркаса вручную производится в течение 1 часа. Автоматическая линия выдает готовый арматурный каркас каждые 6 минут. Бережно снимают его металлические руки. Армирование прогонов и ригелей, так же как панелей перекрытий, производится высокопрочной проволокой с предварительным напряжением. Непрерывным потоком движутся готовые изделия по конвейерам заводов. С каждым днем все больше и больше железобетонных деталей поступает на заводские склады. Отсюда они направляются на многочисленные стройки столицы, где их ждут монтажники-строители. Перевозка крупных железобетонных изделий производится на специальных прицепах-трайлерах. Стеновые панели перевозятся в вертикальном положении. Панели перекрытия укладываются на прокладках в несколько рядов. Заводы дают возможность возводить здания индустриальным методом и позволяют осуществлять максимальную сборность. По предложению инженеров Лагутенко, Пасохина и Мдаянца в Институте Моспроект разработана конструкция каркасно-панельного здания. Основой такого здания служит сборный железобетонный каркас. Колонна каркаса высотой в 2 этажа устанавливается с помощью сборной монтажной обоймы. Места соединений колонн свариваются. После сварки обойма снимается. Поперечные ригели опираются на специальные консоли и после установки привариваются к колонне. Продольные ригели устанавливаются на монтажные столики и также крепятся к колоннам. После монтажа колонн и ригелей устанавливаются перегородки. Затем укладываются панели перекрытий размером на комнату. Эти панели также привариваются к колоннам, а швы между ними заполняются раствором. Наружные панели поступают с завода, уже облицованные керамикой. Каждая такая панель рассчитана на 2 этажа. Вначале устанавливаются панели с окнами. Затем глухие панели. Дом сразу приобретает законченный архитектурный облик. Стеновые панели прочно крепятся к каркасу. Металлические крепления стыков изолируются цементным раствором. Дальнейшая сборка здания также начинается с установки последующего яруса каркаса. Десятиэтажный каркасно-панельный дом на 228 квартир
можно смонтировать вдвое быстрее, чем построить такое же кирпичное здание. Существуют и другие конструктивные решения. На выставке демонстрировались панели, которые одновременно являются и каркасом, и стенами дома. Такая панель состоит из проволокобетонной рамы. Рама заполняется легким стеновым материалом. Затем на нее накладывается облицовочный слой. И вставляется готовое окно. Панель перекрытия собирается из нескольких слоев. На нижнюю, часто ребристую плиту накладывается звукоизолирующая прокладка. Затем проволокобетонная плита, основание для паркета и, наконец, сам паркет. Сборка дома начинается с укладки панелей перекрытий подвального этажа. Затем устанавливаются панели наружных стен. Панели крепятся болтами к временным монтажным уголкам. После сварки металлических петель, связывающих панели друг с другом, временные уголки убираются. К наружным стенам монтируются внутренние панели. Крепление производится тем же способом. После сборки узла 3 стен с наружной стороны дома устанавливается пилястра, узкая колонка, скрывающая место соединения панелей. В такой последовательности монтируются все панели наружных и внутренних стен здания. Последним устанавливается санитарный узел, полностью собранный на заводе. Так этаж за этажом растет дом. Монолитность здания обеспечивается не только сваркой. Расширяющийся цемент, который заполняет каналы между панелями, как бы склеивает их между собой и делает здание прочным и долговечным. Такие здания называются панельно-каркасными. Их конструкция разработана коллективом Центрального научно-исследовательского института промышленных сооружений под руководством профессора Михайлова. Иное конструктивное решение было представлено Академией архитектуры СССР. Коллектив под руководством академика Кузнецова разработал конструкции крупнопанельных домов без каркаса, функции которого несут панели внутренних и наружных стен. Панель наружной стены сделана из легкого бетона. В нее заделан змеевик отопления, заменяющий радиатор. Монтаж бескаркасного дома начинается с лестничной клетки. Башенный кран с помощью специального приспособления укладывает лестничные площадки и марши. Готовая лестница служит для производства монтажных работ. Кран подает и устанавливает панель наружной стены. Затем монтируются панели внутренних стен. Санитарно-технические узлы с мусоропроводом, трубами водопровода, канализации, газа и блоки вентиляционных каналов. Потом устанавливаются перегородки с готовыми дверными проемами. Поставленные на место панели с заложенными в них металлическими планками скрепляются друг с другом электросваркой. Еще один подъем крана, и панель перекрытия закрывает целую комнату площадью в 22 квадратных метра.
На установку каждого элемента здания требуется 15 минут, 1 час, и комната готова. Креплением угловых панелей заканчивается монтаж этажа. Панели свариваются между собой по всей высоте. Бетон соединяет их в единое целое. Этаж закончен. Процесс повторяется снова. Возведение крупнопанельного бескаркасного семиэтажного дома вместе с фундаментами и отделочными работами займет не более 3 месяцев. Много новых домов уже построено в Москве. Нет в столице такого района, облик которого не изменился бы за последнее время. Выполняя десятилетний план жилищного строительства, московские строители за первые 3 года уже дали столице свыше 2 миллионов квадратных метров жилой площади. Вот одно из сотен новых зданий Москвы, а это одна из многих тысяч квартир. Обилие света и воздуха, хорошая планировка комнат, все удобства современной квартиры. И скоро в этих комнатах прозвучат веселые тосты новоселья. «Добро пожаловать!» — говорят новоселам строители столицы. «Добро пожаловать, дорогие товарищи!» Неустанной заботой об удовлетворении растущих потребностей советских людей проникнута вся мудрая политика партии и правительства. Новые жилые дома, поднимающиеся сегодня в Москве и по всему Советскому Союзу, это лишь часть величественных планов, осуществляемых на благо народа. За одну текущую пятилетку страна получит 105 миллионов квадратных метров жилой площади. В новых кварталах строятся не только жилые дома. Вот одна из новых больниц. В ней светло и просторно. К услугам врачей и больных самая современная аппаратура, совершенные лечебные приборы. 12 новых больничных корпусов – вот программа одного строительного года столицы. Много строится в Москве новых детских садов и ясель. Растите, набирайте сил, дорогие малыши. Заботой и любовью окружает вас Родина. Каждое утро широко и гостеприимно распахиваются школьные двери. Только в 1954 году в Москве вступит в строй 42 новых школьных здания. И вот лучшее из лучших зданий столицы – Московский государственный университет. Юношам и девушкам дано здесь все для того, чтобы они могли овладеть всеми сокровищами знаний, чтобы из этих стен вышли они на избранный ими жизненный путь отлично подготовленными специалистами. Новые кадры готовятся и в специальных училищах, где молодежь обучается строительному мастерству, где выращивает пополнение многотысячной армии строителей. Охотно передают молодым свой богатый опыт мастера старшего поколения. Старейший каменщик Орлов и новатор-изобретатель Ширков ведут задушевную беседу с будущими строителями. «Первейшее дело строителя — думать о том, для кого ты строишь», наставляет молодых старый каменщик. «Строить надо прочно, добротно. Не так, чтобы, ежели, скажем, новый жилец чихнет,
А ему из соседних квартир кричат: «Будьте здоровы! Строить надо на совесть». О любви к своему делу, о гордости своей почетной профессии, о стремлении к неустанному совершенствованию говорит Ширков. Он напоминает о руинах героического Сталинграда, о том, какие глубокие раны нанесла война нашей стране, о том, как в невиданно короткий срок поднялся из развалин новый Сталинград и стал еще величественнее и краше прежнего. Быстро залечила свои раны столица Украины, древний Киев. На месте разрушенной белорусской столицы вырос новый Минск. Все это сделали руки строителей. Благодарна и уважаема профессия человека, отдающего свой труд на создание новых жилищ, новых городов. Уже сейчас испытывают будущие строители высокую радость созидания. Скоро они закончат строительство этой школы, но уже сегодня ее стены являются школой, где молодые рабочие приобретают навыки и мастерство. Строитель Москвы. Как много значат эти слова. Они говорят нам о всем, что создается силами тысяч вдохновенных тружеников. Многое сделали строители столицы. Но сегодня коммунистическая партия и советское правительство ставят перед ними еще большие задачи: строить быстрее, лучше, дешевле, искоренять брак и недоделки, решительно внедрять индустриальные методы, чтобы год от года росла и хорошела наша любимая столица Москва.